Все, кто впервые на моем канале, не забываем подписываться и нажимать на колокольчик. Всем привет! Вы на канале про Америку и не только. Меня зовут Вадим, и в следующие пару минут я расскажу про свой опыт кузовного ремонта Ford Fiesta 2018 года. В первую очередь мне необходимо было найти запчасть на разборке, я ее нашел. Слава богу, что инструмент есть, все это дело вырезал. Хотел, конечно, кусок побольше, но пришлось взять именно то, что непосредственно было разбито, точнее погнуто. Как вы видите, как это все выглядит внутри. После этого был установлен автомобиль на фрейм. Необходимо было дотянуть стойку среднюю, на 5 мм ушла. После этого, как вы видите, с зазорами все просто идеально и хорошо закрываются двери. Дальше все это дело было зашпаклевано, и у меня опыта до этого не было совсем. Вот вы видите, есть это места, где был сварочный шов, вот как выглядел предыдущий битый элемент, но это уже после того, как я его на стапеле вытянул. Если при наличии споттера можно было бы все это дело и не менять, но я принял решение, что для меня проще все это дело поменять. Вот двери с небольшими косячками, на бампере тоже был такой существенный тычок с тем, что был порван пластик. Это все дело зашпаклевал, потом зашкурил. Зашкурил, зачистил. Как вот автомобиль в разобранном виде выглядит. Это, кстати, сервис, на котором я проработал 2 месяца. И работал я бодименом, именно кузовным специалистом. Машину установить на фрейм, все это дело вытянуть, заварить, как бы поменять. В общем, это была моя задача, и, в принципе, с задачей я справился. А это, кстати, обзор небольшой коротенький Rolls-Royce 50-х годов, стоит здесь уже полгода, и, видимо, еще столько же будет стоять, пока его доделают. Дальше. Мне не доверили пистолет в руки, все малярные работы выполнял собственник этого сервиса, но, видимо, нужно деньги зарабатывать. Потом дальше все двери были разобраны, вот от них остались запчасти. Потом в дальнейшем я все это дело установил обратно. Как дверь выглядит, можете посмотреть внутри после разбора. И двери стали очень-очень легкие. Когда я машину ставил на фрейм, мне приходилось эти двери туда-сюда таскать. Надо было сначала разобрать их, было бы полегче. В следующий раз так и сделаю. Это накладка на зеркало и ручки, они тоже имеют дефекты. И в последующем я их тоже покрасил. Потом началась самая муторная работа. Это надо было специально губкой заскафить, замотовать поверхность, внутреннюю часть дверей, для того, чтобы была хорошая адгезия, так как двери красились с 2 сторон, чтобы цвет не отличался. После того, как высох грунт, выявились все проблемы, все недочеты на грунте, да, но повторюсь, что я это делал второй раз в жизни, опыт. Вот это место, где сварочный шов, я тут не доточил, переточил, всякие баблы появились. И еще вот также сверху здесь я переточил чуть-чуть. Но все эти проблемы в дальнейшем были мной устранены, еще раз зашпаклевано, еще раз загрунтовано. И я вот больше всего переживал за вот эти вот кантики, как они будут выглядеть после покраски. Вот именно вот этот вот кантик. Потому что, как видели, до грунта видно было, что там есть шпаклевка. И после покраски я очень сильно переживал, что это будет видно. Но, однако, получилось все очень даже неплохо. Вот как это выглядит уже после того, как был грунт затерт. Потом все косячки, которые появились, еще раз я их зашпаклевал. И необходимо было заскафить уже оставшиеся элементы, которые шли в покраску. А здесь в покраску шла вся левая бочина, кроме бампера переднего. И его просто отстегнул. Вроде так смотришь, несложно, да, но вот на жаре стоять и все это дело, мотовать, скажу, что такое не из приятных удовольствий, мероприятий. Вот были повешены дальше двери. Как мы видим, вот эти вот проточки на дверях, они потом выявились, потому что тоже надо было все это дело грунтовать и зачищать. Но мною руководил профессионал, и в следующий раз я уже сделаю по-другому.
Все-таки надо больше времени уделять подготовке, чтобы на выходе получить просто идеальный вариант. Также вот бампер, это место было зачищено, зашпаклевано, зачищено и покрашено в дальнейшем. Сейчас мы это увидим, как это будет выглядеть. Ну, смотрите, ну неплохо же. Неплохо, хорошо выглядит, ровненько. Также вот машинка была поставлена на стойке, чтобы удобнее было красить порог. Там необходимо было нанести антигравий. И достаточно неплохое, интересное сочетание матового синего, голубого и оранжевого цвета. Ну вот смотрите, профессионалы, комментируйте. Получилось все очень-очень хорошо. Все блестит, под лаком риску не видно. Все переходы, все кантики на заводских местах. На Манхайме, кстати говоря, так и не обнаружили, что машинам был заменен элемент. Но вот маляр тут допустил ошибку, не увидел, не прокрасил. Переднее крыло красилось, размывалось. Также, после того, как автомобиль собрал, выявилось, что двери не докрашены. Пришлось их еще раз мотовать, чтобы еще раз покрасить. Ну вот это уже финиш. Здесь приехал чилийский знакомый, который занимается детейлингом. И вот он за 3 часа и за $75 всю машину, как это помягче сказать, в общем, отмыл. Да, и она стала очень неплохо выглядеть. Он, кстати, еще и отполировал абсолютно всю, со всех сторон, и те места, которые я тоже красил. Я почему-то забыл сюда включить еще видео, как я полировал, но ладно, не так сложно было. Вот таким образом уже автомобиль стал выглядеть, когда мы его привезли на аукцион Манхайм. Пробег здесь небольшой, 24 тысячи миль. Здесь также мы видим там Condition Report и его среднюю стоимость. Вот в таком виде дилера видят и смотрят автомобили перед их приобретением, а потом уже едут на сам аукцион и вживую катаются на автомобиле. Передние колеса необходимо было все же поменять, их отметили в Condition Report. Ну, в общем, состояние, переднюю левую дверь тоже увидели, что она ремонтировалась, но там был тычок, и, видимо, под краской вот это вот все было видно, то, что грунт провалился. И почему-то было 2 ключа, отметили только 1. Ну, такое тоже бывает, но в целом Condition Report 3.9 это достаточно неплохо. Вот они, фотографии этого автомобиля. Давайте еще раз посмотрим. Там вид спереди, справа. Внутри, кстати, автомобиль был очень грязным, было очень много стекол и стал выглядеть очень свежо. Ну, машина практически новая. Вот эту этикетку, кстати, рекомендую, я буду в следующий раз заказывать перед ремонтом, потому что ее пришлось заклеивать. Потому что отклеить ее практически нереально. Ну вот некоторые места тут видны, что напыл краски остался. Вот по поводу стоимости, да, вот средняя цена в таком состоянии автомобиля именно на аукционе $10,5 тысяч. Понятно, что на рынке этот автомобиль стоит на 3-4 тысячи дороже, но было принято решение не ждать, а продать этот автомобиль также на аукционе, как и купили, чтобы по-быстрому обернуть деньги. Ну вот если мы даже поменяем Condition Report с 3.9 на какую-нибудь другую сумму, на какую-нибудь другую цифру, стоимость особо не меняется. Ну, там, порядка $500-600 разница. Ни 1000, ни 2, ни 3. Ну вот, в принципе, очень сильно рассчитывали продать этот автомобиль хотя бы 1000 за 10. Сейчас будет видео, как автомобиль в онлайне продавался на аукционе. Вот он уже заехал на площадку, на лайн, на линию. И сейчас пойдут ставки. Вот сейчас на 10, 9, 9, 9100. Из интернета кто-то бился. И вот 9200. Это максимальная ставка, которая была. Но, к сожалению, мы не готовы были к этой стоимости, так как автомобиль покупался за 7000. Плюс 1000 еще вложили на ремонт, не считая моей работы. Будем продавать его дальше, на следующем аукционе. Так что... Всем пока, подписывайтесь на канал,